У меня обнаружили ВИЧ. Просто представим, тогда я стану одним из 1 664 149 россиян, инфицированных ВИЧ по состоянию на 30 июня 2023 года, и одним из 38 миллионов инфицированных людей по всему миру. Я не болен ВИЧ, но это не дает мне права расслабляться. Урал, регион, в котором я живу, наравне с Сибирью, имеет самую сложную ситуацию по ВИЧ в России. В этих регионах больше всего инфицированных людей в пересчете на душу населения. На первом месте по пораженности Кемеровская область, следом Иркутская и Свердловская области. А в среднем по России на 100 тысяч населения приходится 797 людей с ВИЧ. Более точную информацию вы узнаете в исследовании проекта «Если быть точным» по ссылке в описании. А я сегодня расскажу вам об опасностях орального секса, о том, как правильно пользоваться секс-игрушками, как защититься, если ты забыл презервативы в кармане других штанов, о том, как заражаются ВИЧ сотни россиян, но при этом это запретная тема, и обо всех способах спасти свое здоровье, даже если у тебя был незащищенный секс с ВИЧ-положительным человеком. Привет, меня зовут Денис, совсем скоро Новый год, и я прекрасно знаю, чем вы будете заниматься в праздники, поэтому это отличный повод поговорить про ВИЧ. Я делаю минеты и глотаю сперму. Безопасно ли это? Наверное, каждый задавался этим вопросом, и пришла пора получить ответ на этот волнующий многих вопрос. Но прежде чем мы это сделаем, давайте определимся, кто подвержен заражению ВИЧ. Это не только геи, проститутки и наркоманы, но и все люди. И совершенно неважно, знает ли ваш партнер о своем положительном ВИЧ-статусе или нет. Очевидно, что нужно использовать презервативы при половом акте с ВИЧ-положительным партнером. Но обычно, если человек знает, что у него ВИЧ, то он принимает лекарства. А если человек лечится, то есть у него неопределяемая вирусная нагрузка, то его заразность снижается к нулю. И вероятность того, что этот человек передаст вирус, резко сокращается. И наоборот, ваш риск увеличивается, если вы занимаетесь незащищенным сексом с человеком, который не знает свой ВИЧ-статус и, соответственно, не принимает необходимых лекарств. Но бывает и так, что человек считает себя ВИЧ-отрицательным. Но правда состоит в том, что если он только-только заразился, то вероятность заразиться от него крайне высока. Даже после последнего отрицательного анализа, который человек сдавал пару недель назад. Итак, получается, что все люди, которые занимаются сексом без защиты, находятся в группе риска. Но все-таки, насколько опасен оральный секс? Ответ прост. Если делаешь кому-то минет, то вероятность получить ВИЧ существует, но на деле крайне мала. Риск высок лишь в тех случаях, когда у одного партнера в прямом смысле слова кровоточат десна, а у второго высокая вирусная нагрузка, и он не принимает необходимой терапии. Но и повышают восприимчивость человека к инфекциям, царапины и микротравмы на деснах, язвочки во рту и больное горло. Но даже так, оральный секс безопаснее анального и вагинального, потому что слюна обладает способностью нейтрализовывать некоторые виды инфекций, в том числе и ВИЧ. Поэтому для инфицирования необходима очень большая концентрация вируса. Но даже если проглотить сперму, ВИЧ, который может в ней присутствовать, скорее всего погибнет в кислой среде желудка. Но я опасаюсь получить ВИЧ, когда делаю минет. Как я могу свести риски к нулю? Практически невозможно получить ВИЧ при минете, если мужчина не кончает тебе в рот. Вирус содержится в предсемени мужчины с ВИЧ, но его там намного меньше, чем в сперме. Защитных свойств слюны обычно хватает на то, чтобы нейтрализовать то количество ВИЧ, которое содержится в предэякуляте. Правильно используемый презерватив может защитить от попадания в рот как семени, так и предсемени, но мало кто предохраняется
во время орального секса. Напишите в комментариях, если вы это делаете. Но я хочу, чтобы мне кончили в рот. Как мне быть? Тогда лучше не чистить зубы прямо перед тем, как делать кому-то минет. Зубная паста и ополаскиватель для рта нейтрализуют защитные свойства слюны, а потому могут повысить риск заражения. А если парень, которому делают минет, ВИЧ-положителен, но при этом принимает лекарства и имеет неопределяемую вирусную нагрузку, то риск получения ВИЧ отсутствует. Стоит оговориться, что в мировой практике не было случаев получения ВИЧ от человека, который делал минет. Тем не менее, партнер, принимающий ласки, может заразиться другими инфекциями, например, хламидиозом, гонореей, герпесом и сифилисом, поскольку эти инфекции наиболее заразны, чем ВИЧ. Если вы хотите предотвратить даже малейшую вероятность заражения, то нужно использовать презерватив и при оральном сексе. Делайте минет и получайте удовольствие. А с анальным сексом дела обстоят несколько иначе. Давайте не будем ханжами и признаем тот факт, что анальный секс нравится многим людям, независимо от ориентации и гендера. Не только потому, что это интересно и приятно, но и потому, что создается ложное впечатление, что можно не предохраняться. Незащищенный анальный секс для одних – это стопроцентная возможность не забеременеть, а для других – это экстремальные эмоции. И если мы говорим про геев и бисексуалов в России, то они идут на них по причинам царящей в стране гомофобии и полной криминализации ЛГБТК. Стоит понимать, что анальный секс – это не только когда мужской половой орган входит в анус, но и использование пальцев, секс-игрушек или языка для стимуляции ануса, так называемый риминг. И если говорить про последнее, то с точки зрения заражения ВИЧ это не так опасно, как проникновение в анус члена или секс-игрушек. Да, секс-игрушки могут быть очень опасны, и нужно обязательно надевать презерватив даже на них, потому что материал некоторых из них может содержать бактерии и инфекции даже после очистки. И по этой же причине нужно использовать свежий презерватив при переключении с анальной на вагинальную стимуляцию. И в целом, говоря про анальное отверстие, его оболочка тонкая и легко повреждается, что делает его более уязвимым для инфекций. Это означает, что если вы принимающий партнер, то у вас имеется более высокий риск заражения ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем, от незащищенного анального секса, в отличие от других видов секса. В то время как риск для входящего партнера меньше, хотя ВИЧ и другие инфекции могут проникать через уретру или через язвочки, царапины или порезы на половом члене. Но если вы будете внимательны, то анальный секс будет не только безопасным, но и очень приятным. И это относится к вагинальному сексу, который таит в себе не меньше опасностей. Для пары из двух девушек актуально надевать презерватив на секс-игрушки, потому что, как я говорил до этого, материал некоторых из них может содержать бактерии и инфекции даже после очистки. И по этой же причине, как я говорил до этого, нужно использовать свежий презерватив при переключении с анальной на вагинальную стимуляцию. Для пары мужчина и женщина по умолчанию больше рискует женщина, а не мужчина. Это объясняется большей площадью контакта с выделениями мужчины и более высокой концентрацией ВИЧ в сперме и предсемени по сравнению с вагинальными выделениями. А особенно риск передачи ВИЧ повышается при менструации, поскольку вирус проникает в организм через травмированные слизистые оболочки. В стандартных условиях вероятность заражения мужчины при вагинальном сексе с ВИЧ-положительной женщиной в 2 раза меньше, чем для женщины с ВИЧ-положительным мужчиной. Однако уровень вируса в крови больше, чем в вагинальном секрете, поэтому контакт с менструальными выделениями увеличивает риски заражения для мужчины. Если у мужчины при этом есть воспаление, высыпание, язвочки или царапины на половом члене, то шансы заразиться резко возрастают. Существует несколько главных факторов распространения ВИЧ.
Один из них – половой. Он активно обсуждается, и даже происходят активные действия, чтобы уменьшить количество заражений через сексуальные контакты. Но наша следующая тема и следующий главный фактор распространения ВИЧ являются запретными для обсуждения. Наркотики и ВИЧ идут бок о бок уже десятилетия. Практически все наркоманы со стажем имеют ВИЧ-положительный статус, и употребление наркотиков считается одним из главных факторов распространения ВИЧ-инфекции. В развитых странах распространена практика легальной и бесплатной выдачи шприцов для наркоманов. И это единственная практика, которая способна обезопасить людей от заражения и дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции. К сожалению, в России для многих такой способ борьбы с ВИЧ неприемлем по разным причинам, несмотря на свою эффективность. И поэтому вирус продолжает распространяться в огромных масштабах. И раз уж мы заговорили о том, как ведется борьба с распространением ВИЧ-инфекции среди наркоманов, то давайте поговорим о методах, которые точно защитят тебя от ВИЧ, даже если любимая бабуля вытащила презервативы из карманов твоих брюк, и ты занялся незащищенным сексом с ВИЧ-положительным человеком. И эти методы актуальны для России. Вам точно запомнится такое сокращение, как PrEP, которое означает доконтактная профилактика. Если простыми словами, то человек принимает лекарства до того, как вступает в контакт с ВИЧ-положительным партнером, чтобы организм успел выработать защиту от вируса. PrEP – это не панацея, и регулярный прием лекарств PrEP не гарантирует стопроцентную защиту от ВИЧ, если ты не предохраняешься. Но PrEP с вероятностью на 99% защитит тебя от ВИЧ, если ты используешь эту профилактику совместно с презервативами. PrEP подходит всем, независимо от ориентации или гендера, но только после консультации с врачом, потому что есть побочные эффекты, как и у любого другого лекарства. Вы удивитесь, но при подготовке этого ролика я впервые узнал о PrEP и воодушевился тем, что сейчас у всех нас есть возможность свести к нулю опасность заражения ВИЧ при использовании презервативов и доконтактной профилактики. И если бы информация об этом массово распространялась, то у нас в России не было бы такого масштабного инфицирования людей ВИЧ. А подробнее о PrEP вы сможете узнать на официальном сайте prep.love. Но в жизни случается разное. На улице мороз, и ты можешь забыть переложить презервативы из своих летних джинс в зимние. А бывают и такие страшные ситуации, как изнасилование. И для всех этих ситуаций существует постконтактная профилактика – ПКП. ПКП – это экстренный способ профилактики инфицирования. Экстренный, потому что препараты ПКП необходимо начать принимать в течение 72 часов, то есть 3 дней, после контакта с ВИЧ. В противном случае препараты бесполезные, и чем скорее начать прием, тем они будут эффективнее, на счету каждый час. ПКП – это курс таблеток, который необходимо принимать 1-2 раза в день на протяжении как минимум 28 дней. Но постконтактную профилактику ни в коем случае нельзя использовать как замену PrEP и презервативов. ПКП не так эффективно, прописывается по назначению врача и имеет свои побочные эффекты. Но здорово, что сейчас нам доступны все способы обезопасить себя. На небе словно засияла радуга, и об этом должен знать каждый. Покажи этот ролик другу, парню, девушке, маме, папе и бабушке, чтобы она больше не прятала твои презервативы. А подробнее о постконтактной профилактике вы также сможете узнать на официальном сайте prep.love. Я сделал тест на ВИЧ, и он показал положительный результат. Теперь ВИЧ с вами до конца жизни, и лечиться нужно тоже всю жизнь. И как бы это ни звучало страшно, в наше время в этом нет ничего пугающего и смертельного. Но нужно запомнить и принять одну вещь. Если вы больны ВИЧ, то нужно обязательно лечиться, иначе вы придете к преждевременной смерти. Потому что если не лечиться, вирус рано или поздно уничтожит иммунитет, и вы подвергнете себя тяжелым
тяжелым заболеванием. Конечно, в наше время можно умереть гораздо раньше, чем вирус добьется своего. Но наша цель – это прожить полноценную и счастливую жизнь и отодвинуть подальше все опасности, которые могут испортить этот план. Поэтому всегда обращайтесь к врачу, который пропишет вам необходимые лекарства, которые нужно будет принимать каждый день. Это антиретровирусная терапия, лекарства, подавляющие ВИЧ до неопределяемого уровня. А если врачи отговаривают от лечения и предлагают дождаться, когда иммунитет упадет и потом уже лечить, то либо настаивайте на лечении, либо меняйте врача. А чтобы лечение было наиболее эффективным, поддерживайте свой организм и иммунную систему спортом и витаминами. И, конечно, избегайте стресса, что сложно сделать, но возможно. И, кстати, это все будет полезным независимо от вашего ВИЧ-статуса. Но жить с ВИЧ легко только на словах. ВИЧ-положительные люди до сих пор испытывают дискриминацию и часто не получают социальной поддержки, что приводит их к депрессии. И поэтому важно понимать, что все мы можем заболеть ВИЧ в силу разных обстоятельств. Важно понимать, что при должном лечении ВИЧ-положительный человек не заразен и может иметь здоровых детей. И важно рассказывать это тем людям, которые до сих пор считают, что ВИЧ может передаться через рукопожатие или поцелуй. Но у ВИЧ-положительных людей появились более масштабные трудности. Они буквально вышли на новый уровень. Сначала ковид, затем так называемая спецоперация, санкции и кризис отодвинули проблему ВИЧ и СПИД на задворки повестки в России. А традиционные ценности и последующая бессмысленная социальная реклама, призывающая людей сохранять верность в браке, не работают. Основная группа риска – это работники секс-индустрии, мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, и наркоманы. Но кто же сейчас признает, что тот уважаемый женатый дядечка в дорогом костюмчике спит с проститутками или другими мужчинами? Кто же признает, что в тюрьмах происходит серьезное распространение ВИЧ? Это что же получается, заключенные практикуют однополый секс или вовсе принимают наркотики? Это все противоречит повестке, поэтому мы будем молча способствовать распространению ВИЧ, вместо того, чтобы работать с основной группой риска. Стоит еще раз оговориться, закрытие глаз на проблему только ухудшает ее. Одни буквально не знают, что нужно использовать чистый шприц для своих плохих целей или просто не имеют на это возможности. Другие из-за государственной гомофобии находят единственную отдушину в незащищенном, по факту экстремальном сексе, а другие, занятые в секс-индустрии, попросту не получают должного медицинского обследования. И в распространении ВИЧ виновна не основная группа риска, а кое-кто другой сверху. К тому же ВИЧ уже давно путешествует среди тех гетеросексуальных людей, которые ни разу в жизни не употребляли вещества и не пользовались услугами секс-работников. Все это неимоверно печалит меня, и мне хочется подвести позитивный итог сегодняшнего ролика. Как вы знаете, ВИЧ с заболевшим человеком остается навсегда. Однако современные методы лечения позволяют жить с ВИЧ до старости. Тем не менее, существует несколько случаев полного выздоровления от вируса иммунодефицита. Наверняка вы краем уха слышали о них. Но прежде чем я вам о них расскажу, оговорюсь, что эти известные случаи являются сугубо индивидуальными и произошли в результате проведения сложнейших операций. Они неприменимы к большинству ВИЧ-положительных пациентов, а также обходятся в очень крупную сумму денег. Но так или иначе вдохновляют миллионы людей по всему миру. Тимоти Рэй Браун – американец, который стал первым пациентом, победившим ВИЧ. В 1995 году он жил в Берлине, где у него и обнаружили это заболевание. Сначала он смирился с этим диагнозом, но впоследствии его ожидал еще один удар судьбы. В 2007 году у него был диагностирован рак крови. Увы, но химиотерапия не дала положительных результатов. Тогда врачи решили пересадить Брауну костный мозг, откуда распространялся
распространялись раковые клетки. Лечащий врач Брауна, доктор Гютер, начал искать для своего пациента такого донора, у которого будут присутствовать мутировавшие клетки, способные к сопротивлению вируса иммунодефицита. Но подобная генетическая мутация является крайне редкой. Она встречается лишь у 0,3% населения планеты. Но в конечном итоге доктору и его пациенту повезло. Подходящий донор был найден, после чего были проведены назначенные операции. Первое время врачи не называли имя Брауна, поэтому за ним закрепилось прозвище «Берлинский пациент». После пересадки костного мозга лейкемия Брауна не проявлялась несколько лет. Кроме того, врачи не обнаружили в крови берлинского пациента никаких признаков наличия вируса иммунодефицита. Браун прекратил принимать антиретровирусную терапию после проведенных операций, а последующие тесты на ВИЧ ничего не показали. Это излечение стало беспрецедентным случаем в истории медицины. Увы, но в 2020 году у Брауна начался рецидив лейкемии. Метастазы распространились на мозг и позвоночник. В результате этого рецидива Тимоти Рэй Браун скончался. Ему было всего 54 года. Вторым человеком, который смог победить ВИЧ, стал Адам Кастильехо. Его имя также долгое время не раскрывалось, и потому его называли лондонским пациентом. И по факту Адам прошел практически идентичную операцию, что и Браун. И у него был диагностирован ВИЧ еще в 2003 году, когда ему было 23 года. Спустя почти что 10 лет у него обнаружили лимфому Ходжкина на 4-й стадии. Сначала его попытались вылечить с помощью применения химиотерапии, но подобное лечение не привело к каким-то видимым результатам. Тогда врачи предложили Адаму произвести трансплантацию костного мозга. Для многих пациентов с аналогичным заболеванием это последний шанс вылечиться. Адам согласился, и уже в 2016 году врачи провели соответствующую операцию. Каково же было удивление врачей, когда они обнаружили, что лондонский пациент излечился не только от лимфомы, но и от ВИЧ. После этого Адам Кастильехо перестал принимать антиретровирусные препараты, а в марте 2020 года врачи сообщили лондонскому пациенту о длительной ремиссии, и Адам полностью излечился от ВИЧ. В настоящее время он является публичной личностью и регулярно выступает на различных конференциях, где рассказывает о своем опыте. В 2022 году был подтвержден третий случай излечения от ВИЧ. Об этом сообщила группа исследователей в США, работающих в международной сети клинических исследований СПИДа среди матерей, детей и подростков. Пациенткой стала женщина среднего возраста, которая прошла через экспериментальную терапию рака крови. Ей диагностировали ВИЧ в 2013 году. В 2017 году этой пациентке был поставлен диагноз острый миелогенный лейкоз. Это заболевание крови, которое поражает костный мозг человека. Но в этот раз врачи не нашли подходящего донора. Тогда они решили использовать иной источник стволовых клеток – пуповинную кровь. В ней как раз таки содержатся подходящие стволовые клетки, которые образуют ткани кроветворных органов и иммунные клетки. Более того, использование пуповинной крови обычно требует меньшей совместимости и вызывает меньше осложнений у пациента. Операция прошла успешно, и по итогу женщина находится в стадии ремиссии лейкемии до сегодняшнего дня. Также в ее крови не обнаруживается ВИЧ. При этом она не принимает антиретровирусную терапию. Что интересно, ученые взяли иммунные клетки нью-йоркской пациентки и попытались в лабораторных условиях специально заразить их вирусом иммунодефицита, но у них ничего не вышло. Врачи отмечают, что этот способ лечения, как и в случае с Брауном и Адамом, пока не подходит для большинства ВИЧ-позитивных людей. Подобный метод возможен лишь при терапии онкологических заболеваний крови. И пока они продолжают наблюдать за пациенткой и не торопятся делать громкие заявления.
Последний известный человек, победивший ВИЧ, 66-летний мужчина, обратившийся в медицинский центр «Город Надежды» по поводу рака крови. Его прозвали пациентом из города Надежды в честь этого медицинского центра. Также городом Надежды метафорически называют калифорнийский город Дуарте, где проходил лечение этот мужчина. Причем в его случае ВИЧ был диагностирован еще в 1988 году. Он принимал антиретровирусную терапию, и в его организме сохранялась неопределяемая вирусная нагрузка. В возрасте 63 лет у пациента из города Надежды был обнаружен острый миелоидный лейкоз, и врачи решили произвести пересадку костного мозга, чтобы заменить клетки крови, пораженные раком. Они смогли найти подходящего донора, у которого были обнаружены мутировавшие гены, устойчивые к ВИЧ. В результате операция прошла успешно. Таким образом, пациент из города Надежды стал самым пожилым человеком в мире с ВИЧ и раком, который смог вылечиться от этих болезней. После операции рак крови и вирус иммунодефицита находятся в стадии ремиссии, при этом он не принимает антиретровирусную терапию. Ученые продолжают изучать генную терапию и искать подходящий метод лечения ВИЧ. Но лекарство и по сей день остается ненайденным священным граалем. Но эти 4 случая излечения дают надежду многим инфицированным людям, что когда-нибудь ученые смогут изобрести вакцину от ВИЧ. Более того, эти 4 случая воодушевляют научное сообщество и мотивируют их работать и дальше в этом направлении. А меня зовут Денис. Мне было очень интересно рассказать вам о такой важной теме, как ВИЧ. Если у вас есть что добавить, то комментарии всегда открыты для обсуждения. Не забывайте про наш Бусти, в котором ролики выходят раньше, чем на YouTube. Да и подписка от 15 рублей будет вам приятна. И хочу так мягко-мягко напомнить, что в нашем телеграм-канале появилась новая рубрика с аудиокнигами. Озвучиваю все сам. Совсем скоро Новый год, и очень символично, что наш канал зажил по-новому, несмотря на все запреты. Обожаю вас. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Пока.